Он был по уши в долгах, и у него была совсем не та жизнь, о которой он мечтал. Когда его дедушка умер и оставил в наследство дом, лежащий в руинах, он и представить себе не мог, что его ждет большой сюрприз. Джозеф работал бухгалтером в небольшой страховой компании. Это был холодный серый день, такой же, как и всегда, скучный и монотонный, с постоянным звуком клавиатуры и телефонными звонками на заднем плане. Его стол всегда был завален бумагами, а его босс, мистер Уильямс, никогда не казался довольным, как бы он ни старался. «Джозеф, ты допустил еще одну ошибку», — отругал босс, бросив отчет ему на стол. «Я не понимаю, как ты можешь быть таким глупым. На прошлом месте работы ты был так же небрежен. Здесь я требую компетентности, понимаешь?» «Извините, босс, я сейчас все исправлю», — сказал молодой человек, уставшими глазами глядя на отчет. У Джозефа был особенно трудный день. Проблемы, казалось, накапливались, а нагрузка на работе была почти невыносимой. Однако у него не было выбора, кроме как продолжать. Ему нужно было оплачивать счета, а его зарплата позволяла ему нанять сиделку для своего больного дедушки. И тут, словно от дурного предчувствия, зазвонил телефон, прервав его размышления. Это была сиделка. Сердце Джозефа остановилось. Он понял, что означает этот звонок, еще до того, как ответил. «Джозеф это? Клара», — нерешительно произнес голос на другом конце провода. «Твой дедушка умер». Мужчина почувствовал, что его мир рушится у него под ногами. Он знал, что этот день настанет, поскольку его дедушка был болен уже несколько месяцев. Но ничто не могло подготовить его к той боли, которую он испытал в тот момент. И женщина добавила: «Он оставил для вас письмо». «Спасибо, Клара», — сказал Джозеф дрожащим голосом. Он повесил трубку и сел, просматривая отчет на своем столе. Слезы потекли по его лицу, горячие и безжалостные. Мир вокруг него исчез, и осталась только боль утраты. Его любимого дедушки, человека, который всегда был рядом с ним, человека, который, по сути, вырастил его, больше не было. Через несколько минут молодой человек встал, вытер слезы и собрал свои вещи. Он полностью игнорировал любопытные взгляды своих коллег и суровый взгляд мистера Уильямса. Сейчас все это не имело значения. «Я ухожу», — сказал Джозеф ровным голосом, несмотря на печаль в глазах. «Что ты имеешь в виду? Но у нас еще много работы, которую нужно сделать. Я уволю тебя, парень», — запротестовал разъяренный босс. «У нас в семье возникли проблемы», — сказал Джозеф, обращаясь к боссу. «Мой дедушка только что умер, так что увидимся завтра». И с этими словами Джозеф покинул офис, оставив позади серый мир своей работы. Ему предстояло встретиться с Кларой, прочитать письмо и попрощаться. На сердце у него было тяжело от печали, но он знал, что должен смотреть правде в глаза. Его деда не стало, и жизнь, какой бы тяжелой она ни была, должна была продолжаться. И вот он встретил девушку в ближайшем кафе. Она выглядела усталой, но в ее глазах светилась доброта. Молодой человек поблагодарил ее за все годы заботы о его дедушке, и она вручила ему письмо. Джозеф поблагодарила ее, и она встала, чтобы уйти. Молодой человек на мгновение взглянул на письмо в своих руках и вскрыл его. «Мой дорогой Джозеф», — начал читать он, — «я знаю, время было жестоким, и мой разум ускользал, но бывают моменты просветления. В последние несколько дней, когда я вспоминал, я много думал о тебе и о наследстве. Я не хочу, чтобы ты унаследовал только старый дом, даже если это место всегда было нашим убежищем. Я всегда видел в этой земле нечто большее, чем просто старый дом. Земля под нашими ногами хранит тайны. За свою жизнь я открыл для себя нечто невероятное здесь, в нашем маленьком уголке. Я хочу, чтобы ты знал, что...»
Письмо обрывалось на полуслове. Мужчина представил себе своего деда, хрупкого и усталого, с трудом выводящего каждое слово. Он закрыл глаза, и слезы снова потекли по его щекам. Воспоминание о мистере Роберте нахлынуло волной. Он воспитывал Джозефа после того, как умерла его мать, а отец, жестокий алкоголик, бросил семью. Дом его деда всегда был убежищем, местом любви и безопасности. Они со стариком любили разбирать старые приборы и пытаться собрать их заново. Они часами проводили время в мастерской своего дедушки, смеялись и учились вместе. Это были самые счастливые моменты в жизни маленького мальчика. Но время неумолимо. У Роберто развилась болезнь Альцгеймера, и он постепенно все забыл. Джозеф, став взрослым, последние 2 года неустанно трудился, чтобы оплатить услуги сиделки и обеспечить комфорт своему дедушке. Несмотря на все трудности, молодой человек никогда не переставал любить своего дедушку. Он был его единственной семьей, и вот так просто его не стало. Джозеф положил письмо в карман и оплатил счет. Он вышел из кафе и направился к автобусной остановке. Он знал, что теперь, когда он остался один, ему предстоит долгий путь, но он был полон решимости почтить память своего деда. Он вытер слезы, поднял голову и пошел вперед. Похороны Роберта были достойными и красивыми, несмотря на их простоту. Люди со всех уголков маленького городка пришли отдать последние почести мудрому старику. Внук был благодарен за любовь и уважение, хотя боль терзала его грудь. Через несколько дней молодой человек отправился навестить дом, который он унаследовал. Поездка на место была долгой и кропотливой. Он доехал на автобусе до конечной остановки и остаток пути прошел пешком. Знакомое путешествие, которое навеяло на него горько-сладкие воспоминания. И когда он, наконец, добрался до места, старый дом был на месте точно такой же, как в его воспоминаниях, ветхое строение из расшатанных досок и облупившейся краски. Сад, где когда-то цвели прекрасные маргаритки, зарос сорняками. Это был плохо отделанный дом, и он никогда не понимал, как его деду удавалось так долго жить в таких условиях. Он открыл скрипучую дверь и вошел. Оказавшись внутри, в ноздри ударил запах старого дерева и пыли, принося с собой волну ностальгии. Воцарилась тишина, и Джозеф мог слышать отголоски смеха и счастливых времен, которые он уже провел здесь. Он шел по пустым комнатам, и с каждым шагом воспоминания овладевали его сознанием. Глаза молодого человека наполнились слезами. Все здесь напоминало ему о дедушке, и боль утраты, казалось, не ослабевала. Мужчина огляделся с замиранием сердца. «Что мне с тобой делать, маленький домик?» — спросил он прерывающимся от волнения голосом, так как не знал, что ему делать дальше. Он провел рукой по деревянным доскам, ощущая под пальцами шероховатую текстуру. Он не хотел избавляться от него, но ему нужны были деньги. Жизнь была нелегкой, и счета продолжали поступать. Хуже всего было то, что дом, явно пришедший в упадок, стоил дешево. Солнце начало садиться, и Джозеф понял, что ему пора уходить. Бросив последний взгляд на старый дом, он ушел с тяжелым сердцем, но полным драгоценных воспоминаний. Возвращаясь домой после долгого и утомительного дня, Джозеф был погружен в раздумья. Вопрос о том, что делать со старым домом, поглощал его как неразрешимая головоломка. Джозеф жил в скромном пансионе в беднейшей части города. Строение было старым и в плохом состоянии, с постоянным запахом плесени, который пропитывал стены и мебель. Владелицей заведения была кислого вида женщина средних лет, которую, казалось, больше интересовали деньги за аренду, чем благополучие арендатора. Как только он открыл ворота и зашел внутрь, к нему подошла женщина и потребовала оплату за квартиру. «Парень, где мои деньги? Прошло 2 месяца, либо плати мне, либо уходи. Миллионы людей хотят получить эту комнату»,
сказала владелица. И Джозеф с усталым выражением лица ответил: «Я все еще не получил зарплату, мисс Хелена». Она фыркнула, пробормотав что-то о безответственности, прежде чем уйти. Он вздохнул, поднимаясь по скрипучей лестнице в свою комнату, понимая, что пока ничего не добился. Сев в постели, он позволил себе на мгновение пожалеть о жизни, которую вел. На ум пришли воспоминания о дедушке. В частности, фраза, которую он обычно произносил: «Джозеф, ты совершишь великие дела в жизни, я знаю это». Он горько рассмеялся, покачав головой. «Да, дедушка, похоже, ты был неправ. Я стал неудачником». И он продолжил размышлять о возможных решениях дилеммы с домом. «Что, если я снесу его и продам землю? Это ведь должно чего-то стоить, верно?» Он пробормотал себе под нос. «Да, я думаю, это выход. Я снесу его и посмотрю, сколько смогу выручить за этот маленький клочок земли. По крайней мере, это должно покрыть долги за лечение дедушки». Однако усталость, накопившаяся за день, начала брать верх над его мыслями. И, в конце концов, он заснул. Внезапно, когда ночная тьма сгустилась и его окутала тишина пансиона, Джозефу приснился сон. Он внезапно оказался в доме своего деда, узнавая каждую изношенную и знакомую деталь обстановки, которую покинул всего несколько часов назад. Но было одно существенное отличие — присутствие его деда. Он просто был не совсем таким, каким Джозеф его помнил. Это была полупрозрачная фигура, похожая на него, окутанная мягким сияющим светом. Он больше походил на призрак, тень того человека, которым Роберт был при жизни. «Дедушка!» — воскликнул он, протягивая руку в тщетной попытке прикоснуться к нему. Но фигура не отреагировала. Он продолжал бродить по дому, прикасаясь к предметам с какой-то целью, которую молодой человек не мог понять. Он последовал за фигурой, его сердце бешено колотилось в груди, а разум был затуманен смятением. В какой-то момент фигура остановилась и указала на определенный угол комнаты. Джозеф проследил за взглядом призрака и увидел в углу старую коробку из-под обуви, забытую и покрытую пылью. «Я не понимаю, дедушка». Джозеф закричал с отчаянием в голосе, но призрак молчал. Затем фигура снова двинулась, на этот раз выйдя из дома во двор. Он резко остановился и указал на пол. Мальчик посмотрел вниз, но увидел только грязь и камни, ничего, что могло бы привлечь внимание. «Что ты хочешь мне показать?» — спросил он, чувствуя, как его переполняют разочарование и растерянность. Но фигура снова промолчала, просто указывая на что-то и двигаясь по территории. Джозеф испытывал смесь противоречивых чувств и, прежде всего, растущее желание понять послание Роберта. Затем, в какой-то момент фигура повернулась к Джозефу и указала прямо на него. Взгляд призрака был напряженным, почти пугающим. Молодой человек почувствовал, как по спине у него пробежали мурашки. И вдруг это существо подлетело к нему. Джозеф закричал: «Дедушка!» Вздрогнув, он проснулся, покрытый холодным потом. Сон, хотя и был по-прежнему ярким и тревожащим, теперь казался далеким и бессвязным. Но пристальный взгляд деда, или что бы это ни было, засело в его памяти как тревожное воспоминание, заставившее его задуматься о смысле всего этого. Джозеф сел в постели, провел ладонями по вспотевшему лицу, пытаясь отдышаться. Он решил снова зайти в дом своего дедушки. Он сел в автобус, возвращающийся в маленький городок, и все его мысли крутились вокруг этого сна. Как только он вошел в дом, по его телу пробежал сильный холод. Тишина, казалось, отдавалась эхом в его ушах, и воспоминание о сне вторглось в его сознание. И тут он вспомнил о фигуре своего деда, которая указывала на старую коробку. Он подбежал к тому месту, и эта коробка была там. «Как такое возможно? Я никогда раньше не видел эту коробку.
пробормотал он в замешательстве. Дрожащими руками он открыл крышку и раскрыл содержимое. Там было несколько вещей: старые фотографии, пожелтевшие от времени письма, мелкие и потрепанные предметы. Но что действительно привлекло его внимание, так это два документа. Первым был документ о регистрации земли. Он быстро пробежал глазами по тексту, и его сердце бешено заколотилось, когда он узнал правду. Земля, которую он считал маленькой, на самом деле была огромным пространством. Гектары земли простирались за пределы, которые могли видеть его глаза. «Почему ты никогда не говорил мне об этом, дедушка?» — недоверчиво прошептал Джозеф. И тут он увидел другой документ. Это был образец почвы, смятый и пожелтевший от времени, но все еще читаемый. И там был термин, от которого у него ёкнуло сердце. Литий — ценная руда, ключ к созданию литий-ионных аккумуляторов, используемых практически во всех современных электронных устройствах. Если информация в документе была правдивой, то эта земля стоила целое состояние. Джозеф упал на колени, все еще держа документ в трясущихся руках. Он почувствовал, как его сердце забилось так, словно вот-вот взорвется. По щекам потекли слезы. Его охватила смесь облегчения, шока и проблеска надежды. Если бы это было правдой, его жизнь могла бы полностью измениться. И все благодаря дедушке, которого он так любил и по которому так скучал. И тогда, несмотря на переполнявшее его смятение чувств, Джозеф решил действовать. Возможность появления лития на земле его деда была настолько поразительной, настолько пугающей, что он знал, что должен подтвердить это. Как только на следующей неделе он получил зарплату, он потратил все, чтобы нанять службу по отбору проб почвы. Последующие дни были мучительными. Каждая минута тянулась, пока мужчина ждал результатов. И, наконец, этот день настал. По почте пришел безобидный белый конверт, в котором было вложено будущее этого бедного человека. Он открыл конверт дрожащими руками и пробежал глазами по словам, напечатанным на бумаге. Да, там был литий. Там было столько лития, что эта земля стоила миллионы долларов. Джозеф упал на колени, и слезы текли по его лицу, когда он смеялся и плакал одновременно. «Мы сделали это, дедушка», — прошептал он, глядя на маленький домик, который больше не нужно было сносить. И на мгновение он мог поклясться, что увидел там что-то похожее на фигуру своего деда, улыбающуюся ему, прежде чем она быстро исчезла. В этот момент Джозеф каким-то образом понял, что Роберт гордился бы им. Он понял, что его дед всегда знал, что он совершит что-то грандиозное. А затем, с улыбкой на лице и слезами на глазах, Джозеф встал и посмотрел на просторы своей земли. Он был готов к тому, что последует дальше, и он знал, что не будет одинок в этом путешествии, потому что его дедушка все еще был с ним, направляя его на каждом шагу. Дорогие зрители, а верите ли вы, что дедушка действительно направлял Джозефа с того света? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.